Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что ждете наши встречи по четвергам со Степаном Демурой. Он на связи. Степан Геннадьевич, приветствую вас. Добрый вечер. Как обычно, и, собственно, без изменений, формат нашего эфира, он следующий. Вы в нем ключевое звено, самое, что ни на есть важное, и самое, что ни на есть, ключевой зритель, понимаете, в наших беседах. Почему? Потому что мы опираемся тоже на ваши вопросы. Их заблаговременно можно оставить непосредственно в сообществе YouTube, это абсолютно открыто. Закрытый клуб зрителей Шелест тоже, там место, где принимаются вопросы. Естественно, в процессе эфира, если хотите поддержать канал, QR-код, и работает этот сервис QR-код, и ваш вопрос будет на экране. И с чатом онлайн, вживую, в самом конце будем общаться. Также обратите внимание на ссылки в описании к этому видео, если смотрите в записи, если смотрите в эфире. В общем, следите за Демурой и в его телеграм-канале, и, конечно, в его курсах, лекциях и семинарах. В общем, милости просим. Начнем традиционно с опроса нашего эфира. Он такой: лично вы за мир? Варианты: да, скорее и любой ценой. Да, но только после победы. Нет, нормально же воюются. Рано еще. Или такой вариант: мне все равно, я далеко смотрю за всем происходящим, как за сериалом. В общем, голосуйте, 4 варианта ответа. Сегодня на самом деле есть что обсудить. Путин выдал нечто новое в плане пунктов Трампа, которые обсуждаются. У нас интересная сейчас география. Дрискал в Киев, Уитков в Москву. Путин, кроме того, что сомневается в легитимности, говорит, атакуют Уиткофа плохие люди, которые за то, чтобы воевали, воровали, причем до последнего украинца. Это все мы сегодня обсудим, но начнем традиционно с этого вопроса. Степан Геннадьевич, вы за мир? Я за мир после выполнения всех поставленных целей СВО. Вот так вот. Ну, смотрите, вы почему-то не голосуете ни за один вариант. Цели СВО, получается, это не победа. Победа. Для кого-то капитуляция, для кого-то победа. Угу. А иначе мира не будет, понимаете? Это будет не мир, а перемирие. Ну, то есть вы серьезно думаете, что будет вторая серия? Если вот принять вот этот непонятный 28 пунктов, которые, по-моему, стали 19, то это капитуляция РФ, Российской Федерации. Чисто видно. Смотрите, друзья, голосуйте вы. Давайте, скажем так, мы, собственно, все попытаемся разобрать по полочкам, а в конце подведем итоги нашего сегодняшнего голосования. Как вы можете прокомментировать абсолютно внезапный, после продолжительной паузы, ход Путина в Бишкеке? Там тоже такая атмосфера специфическая. Закрыли украинское посольство. Прям такими баннерами завесили, ни флага не видно, ничего. А те говорят, а что это вы тут делаете? Говорят, в Киргизии, говорят, нормально, это у нас такой протокол. Мы там завешиваем, ну, чтобы никого не раздражать. Протокол по-киргизски, понимаете? И, собственно, все же вокруг этого мечутся. И уже, кажется, давно забыли, то есть засунули в долгий ящик претензии по легитимности. А тут сегодня мы услышали от Путина 2 ключевые вещи. Первое – это то, что, во-первых, надо легитимизировать территории, которые Россия считает своими, миру. А во-вторых, нужно прямо, да, вот как бы поставить вопрос, а с кем договариваться. Как вы видите эти заявления в контексте, ну, если честно, истекшего дедлайна на День Благодарения для Зеленского, вот этого неимоверного скандала, который пытались надувать как жабу? Не знаю, ну, у вас в детстве дули жаб? Соломинка, это дуешь, вот это. Ну, мы еще кошкам скипидар на причинное место любили помазать. Мы так не любили. Ну... К жабам мы относились с уважением. Да? Ну... В моем гетто инженерно-техническом к жабам относились с уважением, а вот с кошечками болотца любили. Просто, понимаете, зеленая жаба, которая вот эта вот надутая, это вот ярчайшая метафора и картинка, которая олицетворяет этот скандал со сливами записей Уиткофа, Ушакова и Дмитриева.
Что думаете, насколько этот ход своевременный? И долго же ждали, что ответит Кремль. Ну вот ответил. Ну, вы знаете, это цирк с конями, да? В чистом виде. Ну, во-первых, из-за разговора Уиткофа и Ушакова, в общем, следует то, что давно говорилось, что, ну, Трамп такой синильный самодур. В маразме товарищ. Плана нет, ничего нет, никакой стратегии нет. Есть хотелки, которые меняются, скажем так, от недели к неделе, иногда от дня ко дню. Потому что, например, 1,5 месяца назад, после встречи с Зеленским, он говорил, что Путин мне все врал. Сейчас, типа, ВСУ им покажет Кузькину мать. Вообще экономика разваливается по частям и тому подобное. Сейчас он вдруг снова стал петь совершенно другую песню. Особенно Дрискл. Ну, Келлога турнули, да, Дрискла теперь поставили. То есть, тут смотришь, вроде думаешь, гегемон, серьезная страна, претендует на роль империи. Блин, вы что, там все вообще уже что-то уехали? А главное, ладно, ну это понятно, это все клоуны бегает, Бозу де клоун там бегает, вся его администрация, он сам. Но дяди-то, которые серьезные, должны быть за ними, как нам говорят, они что, тоже мозгой тронулись? И не могут его, скажем так, приструнить и направить на круги своя. Вот, вот что следует из переговоров на самом деле. Ну, там, кто слил, как слили. Я вам одно скажу, что у американцев есть замечательная система, такая мифическая, эшелон, да, система радиотехнической разведки. Она позволяет слушать все везде и вся. Вообще, слово совсем. И доступ к ней есть только к данным есть у двух юрлиц. Это НСА и Ватикан. Ватикан Поэтому, да. имеет доступ к американской прослушке, ну, разведке. Да, да. Нет, именно к Подожди. этой системе. К Это, системе эшелон. это папа, получается, снимает свое убранство. Нет, папа занят высокими вещами. А чтобы вы понимали, у Ватикана на самом деле есть спецслужбы. Там даже шутят, что если кто-то себя плохо ведет, то к нему приедут монахи. Вообще рекомендую, вот, чтобы понимать, что это за организация. Они сами себе сняли 2 фильма. Это «Молодой папа» и «Новый папа». Ну, сериала, вернее. Посмотрите, вот вы многое поймете, и потом, когда вы это посмотрите, и сравните это с тем, что сейчас происходит, например, с этой ситуацией, с этими непонятными мирными соглашениями, я лично пришел к выводу, что они там, ребята, оттягиваются по полной, потому что такую вот, возможно, тонкую игру могут играть только они на самом деле. Ну, там 2 человека есть, которые могут играть. Потому что вот давайте по частям просто разберем, вот как я это вижу. Мгм. Значит, есть ли у США желание заключать мир с Россией? Нет. Конечно. Нет. Почему? Ну, смотрите, У США деньги. есть горячее желание остановить боевые действия и спасти Украину как единую боевую единицу. В Сразу развалившейся. буду спорить. Сейчас вы разложите по Пожалуйста. частям, сразу Да. буду спорить. Смотрите, в Украине а, Трамп, Венс, тут Венс вышел, говорит, я вообще индейку не ем, говорит, на День Благодарения. Курица вкуснее, а индейку еще надо дополнительно жарить. Короче, не моя эта еда. В общем, в Украине четко видят эту историю. Сейчас даже Эксиус пытается опровергнуть. Значит, Рубио, вот такой пацан. Рубио молодец. А вот эти все Да. коммерсы, вот эти все Витков и девелоперы, вообще не профессионалы, не пойми кто. Этот Венс, этот двоечник со своим этим однокурсником, одноклассником Дрисколом. Да, да, да. Они плохие, а вот Рубик хороший. Понимаете? Кубик Рубика в Украине. Поэтому сказать, что Украину спасают, нельзя. В Украине есть от Банковой четкий центральный сигнал, что Украину, наоборот, топят, загоняют и принуждают к Да капитуляции. нет, ну еще раз. Это я не знаю, что у вас там на Украине происходит. Можно с таким же успехом этого посмотреть. Лысого-то как у Гордона. Особенно его заголовки. И понять, что да, в Охладурке все спокойно. Мой привет главврачу. Удивительно специалист. Все всегда стабильно. Весна, осень, пофигу, стабильно.
Но если серьезно, еще раз, это ЧВК. А ЧВК на грани разгрома полного, что экономического, что военного. Если не станет этого ЧВК, собственно говоря, кто и что будет вставлять шпильки тогда в Россию? Ведь задача какая? Много раз говорил. Смена режима в России, максимальное ослабление России. Для чего? Чтобы получить активы, которые потом засунуть в долговую пирамиду, которая начинает трещать по швам. Все банально. Ну, тут что можно бритов наплетать там с их Срединной империи и тому подобное. Сейчас они начали, например, активизироваться в Средней Азии. Ну, слушайте, там все эти страны, по сравнению с Украиной, это несерьезно, это ничто. Поэтому Украина такой мощный, такой торпеда, которая должна потопить крейсер. Ну, там была крылатая ракета, будем говорить, торпеда, которая должна потопить крейсер «Москва». И тут эта торпеда начинает по ней там очередь за очередью, начинает разваливаться по частям, вот взорвется. Что нам делать? Ее надо спасать, чтобы отремонтировать. С другой такой нет. Поэтому что нужно? Нужно остановить боевые действия по линии соприкосновения, пусть даже отдать там Донбасс этим русским каким-то частям, Запорожье, Днепропетровск, все, но сохранить Украину, скажем, к западу Днепра, включая Одессу, Николаев с выходами на Черное море. Чтобы это была такая, чуть покоцанная, но все равно боеспособная единица. Ее потом можно восстановить. Это отсюда вот эти споры 600, 800 600, тысяч. 800, там можно войск НАТО нагнать сколько угодно, добровольцев, такой добровольческий корпус, иностранный легион, все что угодно. Перевооружить, дать денежек, и у нас снова будет там через, условно говоря, 2-3 года снова боеспособная единица, которую снова можно использовать. И это нужно делать срочно. Чего такое все пошло-то? Вот все полетело. Там европейцы бесятся, они бесятся, американцы, между прочим, бесятся неоконы, потому что до них стало доходить, что все, ребята, вы все просрали, скоро Украина не станет. И вот такая спешка пошла. Да. С другой стороны, смотрим на так называемый мирный план Виткофа, Дмитриева, Ушакова, будем называть так. Смотрите, сейчас мы посмотрим на этот мирный план, но тут сразу же противоречие вылазит. Смотрите, выходит Кая Каллас и говорит сентенцию, от которой, я всех призываю задуматься и прокомментировать в комментариях, если можно. Цитата. «Очень быстрый путь к миру не выгоден Украине». Она дурочка просто. Она дурочка. Что это фон дер Ляйн, что Кая Каллас. Еще раз, хорошего человека Калласом не назовут. В чем? Нет, я просто, смотрите, в вашей логике нужно быстро все закончить, чтобы сохраниться. Нужно быстро получить перемирие, прекращение огня, прекращение уничтожения инфраструктуры. Иначе все просто сложится, как карточный домик уже начинает складываться. Так Кая Каллас за Москву, получается? Кая Каллас, я даже не знаю. Может быть, таблетки не подобрали, еще что-то. Понимаете, обращать внимание на этих... Это как обращать внимание там, не знаю, на наших депутатов, что они там говорят. Вот Милонов тот же тут такой отмочил. Ой, а у них там вообще тесты на IQ есть при приеме в Госдуму или как? Или это критерий отбора? Ладно, не суть важно. Поэтому вот эти 28 пунктов я так посмотрел, почитал, думаю, так, минутку. Если принять во внимание ситуацию на поле боя, если принять во внимание ситуацию с энергетической транспортной инфраструктурой Украины, с бюджетом, с людскими ресурсами, с военными ресурсами, это вообще о чем идет речь? Еще чуть-чуть добить их, и можно забирать вообще все практически. И еще раз останавливаться на этом, обсуждать какие-то гарантии чего-то, с кем, кто вам даст эти гарантии? Запад подпишет любые бумажки. Как Минск 2, пожалуйста, любые бумажки. А через 2-3 года восстановленная Украина, армия, вернее, Украины, пойдет обратно на восток. И по ежу понятно, и думаешь, так, вот этот вот план, он, значит, возник в недрах Кремля. Поскольку Дмитрий спецпредставитель Кремля, и сразу как-то начинаются такие, знаете, нехорошие мысли в голове, что как-то все повторяется.
Плюс, еще раз, как я много раз говорил, идет гибридная сейчас мощная атака на Россию и через клиентелу Соросятника в Минфине, в ЦБ. Трамп впаял санкции. Непонятно, будут индусы покупать в таких объемах, будут китайцы покупать, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, но может что-нибудь говорить. Поэтому создается, с одной стороны, нехорошее впечатление, скажем прямо. С другой стороны, смотрим на яркую сторону того, что происходит, на интересную. Значит, был план, что да, Украина сливается, там делится на три зоны оккупации, на три части. Американцы условно оставляют себе тот триллион-полтора, который они нашли на Западе, и договариваются. Там вопросы об газовых активах, вопросы о нефтяных активах, кто кому что будет поставлять, кто у кого будет трейдером и тому подобное. Это все можно обговаривать. Но общий план такой. Смотрим на происходящее. Американцы получают зарубежные активы Лукойла. Хорошо. Роснефть особо в этот раз тоже не пострадала. Ей уже врезали. Наверное, Роснефть сможет забрать Лукойл. Внутренние активы Лукойла. Ну, там, я не знаю, проблемы с налогом возникнет. Ну, что-нибудь там. Байкал Финанс Групп опять нарисуется. Не проблема. Поэтому можно за этим следить. То есть, американцы берут свою часть, а Путину отдают его часть, условно говоря. Потому что на Лукойл смотрели давно, но на его защиту часто вставали как раз американцы. Американское лобби и вообще американцы. Первое. Второе. Зеленский очень сильно мешает американцам. Почему? Ну, наезд на Бу, например, да? А почему он мешает? Потому что самовольничает и много себе позволяет. Своими играми, заигрывая с бритами, особенно Ермак, это просто шестерка бритов, агент и тому подобное. И с европейцами. Причем Путин уже Трампу помог 2 раза. Причем сильно. Последний раз помог с Ираном. И со спасением Израиля. И со спасением большого прекрасного Билля Трампа. Когда они уничтожили иранскую ядерную инфраструктуру. Смешно. Ну ладно. Значит, договоренность со стороны России, со стороны Кремля выполняется. В договоренности, как всегда, есть гарант. А Трамп уже, получается, начинает кидать гаранты. Просто потому, что он не контролирует ситуацию. Ну, не в состоянии контролировать ситуацию. По политическим причинам, по морально-волевым качествам не в состоянии. Хорошо, значит, будем тогда убирать тех, кто мешает, по очереди. Начнем с бритов, то есть Зеленского. Вот у вас есть НАБУ. Пленочки они часть озвучили. Там еще пленочек много. Якобы Дрискл, когда полетал в Киев, встречался с послами ЕС и сказал, что, ребята, вот реально будете тут против НАБУ тявкать, по рукам дадим так, что мало не покажется. Потому что там еще много чего. Пленочек и энергоатом – это маленькая такая часть всей этой схемы. То есть, происходит такая делегитимизация Зеленского уже внутри общества, внутри страны. Поскольку вопрос очень острый. Ну, про военные успехи Зеленского говорить можно не говорить. Они все видны на карте. В том, что и то, что сейчас происходит на поле боя по всей линии боестолкновения. И опять же Зеленский побежал в Европу. Европейцы ему сказали, вот план из 19 пунктов. Тут же прибежал этот самый Рубик, свой человек. Он неокон такой махровый. С детства, можно сказать. Все утрясли, все нормально. И получается сценарий с договоренностями, которые были достигнуты в Анкориджи. Вроде о чем-то договорились, европейцы все похоронили. Вы думаете, уже похоронили? Ну да, но они сделают то же самое, что делали тогда. Выдвигаются абсолютно неприемлемые для Кремля условия. И тут, значит, выходит Путин и наносит еще один мощный удар
Помните, он говорил, что вот нелегитимность – это такая закладочка на будущее, она будет использована Мгм. в одну или другую сторону. Вот, пожалуйста, он говорит, слушайте, а почему Зеленский вообще? Он вообще кто? Он никто. Вот есть этот у вас там такой большой крупный мужчина, начальник Рады, кто он? Забываю фамилию. Стефанчук. Ну, Стефанчук. Ну, Вот есть точно. тот, который четко сказал, война закончится, когда Крым будет украинским. Ой, ну, просто ему одну методичку дали, сейчас другую дадут, он быстро изменит свой тон. Говорит, вот здесь товарищ Стефанчук. Ну, Рада, ну, почти легально, можно сказать, легитимно. А вот этот нет. Договариваться с ним не буду. Все, Зеленский уводится из игры. Ну, не будет Путин с ним договариваться. Что вы хотите? Санкции вводить? Ну, вводите. Но американцы не думают, что ведут. Еще раз, если американцы сейчас начнут снова перейдут на ту точку, что во всем виноват Путин, я это не исключаю. Значит, вот эта красивая игра, которую я вам рассказывал, Мгм. она снова откладывается. Гарант будет очень недоволен. И я думаю, что Трамп просто вот так вот. И с Эпштейном, и с Епштейном, и со всеми остальными. И с МАГА, и с Израилем. Ему сделают так больно, вернее, как ему сделают больно? А его просто лишат электоральной базы. Смотрите, вы Магистов. единственный, давайте сейчас чуть-чуть, как бы я хочу добавить здесь свежая, только что как бы пришедшая информация по резолюции Европарламента по украинскому урегулированию. Значит, Ой, это пока не ваше. забыл, давайте я вас рассмешу, да? Мирный договор между Украиной и США. Ребят, вы дебилы конченые, да? Ну да, это, конечно, Это классика. формулировка мощная, да. Такой даже Гордон не придумает. Так вот, ну да, это же как долго воевали, интересно. Вообще мечта была такая, шутка ходила в Украине, что а давайте объявим войну Америке и сдадимся. Вот. Вот, значит, резолюция, это свежая, вот только что приняли депутаты, это Кая Каллас, в принципе, по этому поводу вывалилась в экран и сказала, ой, быстрое окончание войны невыгодно Украине. То есть, смотрите, с одной стороны, вот вы так обсмеяли Каю Каллас, как бы, ну, это ваше право, но вы же видите, как вот эта ситуация срывает со всех маски. Вот, Да. вот А что вы хотели? вот просто, понимаете? Это вот надо брать, вот вы так, не просто А так. какие маски? Я вам давно говорил, что, ребята, война выгодна Европе. Почему она и выгодна, тоже объяснял. Вот вам лишнее доказательство. Ну, единственное, сказал, что мир не выгоден Европе, она сказала, мир не выгоден Украине. Вот и все. Потому что воюют до последнего украинца. Европейцы. Ну, то есть, смотрите, она ведь четко, это можно брать вот золотыми буквами, вписывать вообще в историю этой войны, ну, вот с 22 года, как все развивалось, как все Как происходило, говорят понимаете? наши кормчие, можно отливать в граните. Во-во. Так вот, резолюция. Очень интересно. Значит, что там содержится? Гарантии безопасности Украины. Депутаты настаивают, что прекращение огня... Какое прекращение огня? Ну, которые планируются. Ну, так вроде ж не планируется. Ну, Ну, ладно. у них в голове планируется. Ну, Значит, бывает. должны сопутствовать надежные гарантии Мгм. по логике 5 статьи НАТО и статьи Устава ЕС, чтобы предотвратить новую агрессию. Резолюция. Следующий пункт очень интересный. Непризнание оккупированных территорий. То есть мы начали с того, что Путин в Бишкеке, да, то есть как Ну, бы... все, разошлись. Значит, оккупированные территории не будут признаны частью России, подчеркивается необходимость участия Европы в любых переговорах и принцип «ничего об Украине без Украины». А Европе, мать его, без Европы. То есть это украинизация пошла, понимаете? То есть ничего об Украине без Украины мы слышим давно. А вот это уже нечто новое. А Европе без Европы ни-ни. Ну, не. Дальше. Ну, пошла эскалация.
Еще больше. Критика двойственности Вашингтона. Европарламент указывает, что непоследовательность США мешает установлению прочного мира, подчеркивает, мирное соглашение не должно ограничивать право Украины выбирать союзы и защищать свою территориальную целостность. Короче, понятно. То есть в НАТО ты можешь. Ну, можешь. Ну, то есть, грубо говоря, они приняли резолюцию, которая по каждому пункту, скажем так, цели СВО, которые заявляются кремлевскими, она их просто отрицает. Ну, Нормально, будем воевать дальше. и еще один момент, на который я хотел из этой резолюции обратить внимание. Репарационный кредит Киеву. Мгм. Депутаты требуют создать для Украины кредитный механизм. Опять-таки, тоже как переводят, я в шоке с этих украинской информации. Депутаты требуют создать для Украины кредитный механизм, чтобы обеспеченный российскими активами, и заявляют, что обсуждать судьбу этих активов без ЕС невозможно. Санкции, по их позиции, не должны быть сняты до заключения мирного соглашения, а в случае отказа Москвы от переговоров ЕС должен еще усилить давление. Кто писал это Европарламенту? Ну, Еврокомиссия. Но это стандартная позиция неокона в данном конфликте. Ее продемонстрировал Рубик, когда основные пункты из 28 он убрал на переговорах в Женеве. Причем Дрискл, он же популярно вроде европейцам объяснил: ребята, понимаете, какая жопа? Ой, простите, слово не говорить. Сейчас его даже его в России приравняли к матерным, нельзя. Какая неприятная ситуация Как сложилась. это? Жопа есть, а слова нет. Да. Нет, вот у нас это вот это вот, да. То есть, мы идем так, в ногу со временем. Вроде негры есть, а слова нет. Он же объяснил европейцам, что русские раньше делали столько ракет, сколько отстреливали. А теперь они отстреливают столько же, сколько раньше. Ну, еще делают их про запас для вас. Так что заключайте мир. 2-3 недели. Их осталось на 2-3 недели, да. Ракет осталось на 2-3 недели. Хорошо. Я хочу, как бы по вашей кафедре немножко, вот с этим репарационным кредитом. Смотрите, без Европы не надо решать судьбу российских активов, что обеспечивать или как выделять. Мы тут должны санкции усилить. Значит, у меня сразу первый вопрос. Если ЕС еще усилит санкции, что это может быть? Сегодня, кстати, это примечательно. Сегодня отправили вот этого Сергея К. Из Италии в Германию. И там буквально, я так понимаю, завтра, уже вечер, наверное, завтра будут этого человека, он предстанет перед федеральным судьей немецким. Это человек, который обвиняется, который был, Подрыве. да, подрыве северных потоков. Украинец Ага. Сергей К. Его там Ага. поляки не хотели выдавать, потом как-то, в общем, отправили. Все, теперь он в Германии. На этом фоне, конечно, самое время усиливать санкции. Такой очень интересный такой фон информационный. Смотрите, санкции усилят, хорошо. Сегодня обсуждается, это такими знатоками, или их немного на самом деле в Украине, но они все-таки есть, получившие экономическое образование и не треплющихся обо всем подряд единицы, но они обсуждают вообще историю с МВФ. Значит, там определили программу на несколько лет, там 100 с чем-то миллиардов, требуется, так очертили потребность, на ближайшее, в ближайшее время 8 миллиардов Украине. Люди взяли карандашик, листочек, бумажку, то есть примерно прикинули все ко всему. Так это вообще слезы. Не то, что Да. Украине вообще ни на что не хватит. Не Да. хватит, чтобы отдать проценты по прошлым кредитам МВФ. То есть какая схема? Мы должны, транш должны заплатить. У нас уже был технический дефолт в Украине. То есть был. Должны это долг, это процент отдали. Тело не отдают, долги. А сейчас даже на проценты не хватает этих 8 миллиардов. Ну, в этих кредитах надо же еще смотреть условия кредита, а именно, что является обеспечением. То есть, как и говорилось больше 3 лет назад, будет так, что ребята на Украине сделают 2 конца, плюс еще заберут обеспечение. А это активы, украинские активы. Но с обеспечением одна маленькая проблема. Обеспечение очень быстро меняет хозяина. Поэтому и обеспечения может не хватить.
А по поводу санкций, ну, милашка Бессент, она европейцам четко сказала, что вы знаете, если вы принимаете 19-й пакет санкций, значит, они не работают. Так что европейцы, конечно, с американцами славно выступили. Показали свое истинное, скажем так, личико. Хорошо, давайте продолжим тогда. Вот мы увидели позицию Европы, увидели, собственно, двойственность Америки, которая не нравится европейцам. Хорошо, так а дальше что? Вы единственный спикер вообще, который говорит, что вот это все проблемы у Трампа, имеется в виду Эпштейн, имеется в виду внутренние там... Сейчас вообще, конечно, ужас, что вчера произошло. Стреляли в нацгвардейцев, один, по-моему, там скончался, другой ранен. В общем, ужас. Причем интересно, что это все сейчас совпадает у них в День Благодарения. И, ну, давайте так, у них... Причем это было сделано после того, как Трамп ввел в Вашингтон Нацгвардию и сказал, что теперь это самый безопасный город США. Вот, это же... Как его умыли. И плюс еще к праздникам это все сделано, Да, причем да. там сейчас очень такая картина. В общем, Белый дом, они оградили, ну то есть полностью перекрыли кварталы. Так бывает только, ну вот в Киеве, например, так. Ну то есть нельзя, ты там свободно не пройдешь. И Осадное получается, положение, короче. да, и получается за пуленепробиваемым стеклом наряжают елку. Ну вот, понимаете? То есть это тоже ведь образ Америка. Да, да, да. Наряжают елку за пуленепробиваемым стеклом. Примечательно, и это тоже, кстати, очень интересно. Значит, вот этот товарищ, вот он на фотографии, не будем показывать вот этот трэш, его там ранило, который стрелял, стрелок, да, непосредственно. Значит, подробности ближе к вечеру сегодня перед нашим эфиром об этом человеке выкатили. Значит, это 29-летний афганец Рахманулла Лаканвал жил в американском штате Вашингтон с женой и 5 детьми. В столицу западного побережья США приехал на машине, значит, прибыл в Штаты без надлежащей проверки через программу по предоставлению убежища для афганцев, находившихся в зоне риска из-за провального вывода войск США из Сотрудничал, Афганистана. да, с США в Афганистане, да. Значит, его допуск был обоснован прошлой работой с американским правительством и ЦРУ. Агент, короче, во время нахождения американских войск тогда в Афганистане. И раненые нацгвардейцы остаются в критическом состоянии, им провели операции, он под надзором в больнице, ему вроде как легче. То есть это ЦРУшник, который это хватающийся за шасси самолета, понимаете, ну, условно, ну так, для Ну, картинки. если с 5 детьми выехал, то он не хватался. Он, Ну, значит, был ценным кадром, которых ввозили, эвакуировали в первую очередь, раз всю семью вывез. Трамп рвет и мечет. Говорит, всех афганцев под зад коленом, всех пересмотреть, иностранцам все перекрыть. Но ведь это тоже ему устроили внутри. Да. Я к чему? Я к тому, что вы человек, который все говорят, вот Трамп типа с кем-то борется, да? А вы говорите, что Трампу, наоборот, подкидывают эти все проблемы, если он непослушный. Ну, он непослушный, еще раз, как вам объяснить, как я воспринимаю его непослушание? Он неуправляемый. То есть, он не человек слова. А там принято, что если ты заключил соглашение устное, как всегда, других нет, дал слово, тебе оказана услуга, ты должен свое слово выполнить и, соответственно, вести себя согласно плану и принимать действия, которые были оговорены. Трамп на это просто, в принципе, не способен. Он схватил звездочку, он великий, его один раз уже проучили хорошо с выборами в 2000 году. Потом на него очень хорошо охотились, я имею в виду все судебные разбирательства, и практически обнулили его империю. Покаялся, на него посмотрели так. Ну, а в принципе, да, кто еще толпу-то может возглавить? Ладно, иди, дерзай, но, сука, смотри. Последний раз. А человек не понял, он в принципе не способен это понимать. Это, кстати, Эпштейн в своих имейлах очень хорошо описал, что это за человек. У него просто ни в одной клетке нет совести, как он написал. Ну, еще раз, это вот психическое расстройство такое. Синдром у него.
орбитофронтальной. Это одно из его проявлений. Поэтому и что с ним делать? Да, когда, грубо говоря, президент США, во-первых, он не воспринимает брифинги. Брифинги своего главы разведки Талси Габбард. Она не делает ему брифинги. Он их не воспринимает. Она делает брифинги по 2-3 раза в неделю Венсу. Трамп просто не способен их воспринимать. Значит, как делаются брифинги по любому поводу, важному, неважному для Трампа? Они делаются в форме Fox News. Картинка, пара предложений, это у него отпечатывается, это он воспринять способен. Соответственно, никакого понимания каких-либо проблем, процессов, особенно международных, с которыми никак в жизни не сталкивался, у него нет, и у него нет когнитивных способностей это понять и оценить. Соответственно, он выбирает себе, скажем так, доверенных лиц. Тот же Витков, но самое страшное, сейчас ухо Трампа принадлежит как раз Рубику, который и министр иностранных дел, и советник по нацбезопасности одновременно. Есть, скажем так, вопрос юридический к этому, но тем не менее, это так. Соответственно, всю информацию касательно того, что происходит в мире и то, что нужно делать, он получает от Рубика в основном. Отсюда вот эти вот метания. Там поговорил с Путиным, Путин донес ему, скажем, в Анкоридже одну информацию. Он вроде как проникся, потом с ним много долго говорил Рубик. Приехал Зеленский, и Трамп сказал, что Путин его обманул и тому подобное. Теперь, оказывается, Зеленский опять обманул. Вот отсюда все эти метания. То есть, человек просто, он не управляем. И что с ним делать? Ну, вот же, еще раз, диалог, который слили между Виткофом и Ушаковым. Ну, по-моему, вот любой нормальный человек, здравомыслящий, который это прочитает, он подумает, ё-моё, он действительно синильный самодур. То есть, ему нужно лизнуть одно место и вообще сказать, какой он великий, чтобы он проникся типа к информации, которую вы собираетесь ему донести. Что это за бред? Мгм. Поэтому его даже не наказывают, просто не знают, что с ним делать. Ну как, единственное, что с ним можно делать, это устроить ему импичмент. Для того, чтобы устроить ему импичмент, нужно лишить его электоральной базы и поддержки. Чем очень активно занимается сейчас тот же Такер Карлсон, который упирает на... Вот вчера, по-моему, Такер Карлсон заявил, что Израиль – это позор и угроза западной цивилизации. И также он постоянно говорит, и очень правильно, что Америка должна быть на первом месте, а не Израиль. И не израильское лобби. И на магу это действует адским образом. Я уже не говорю про всю ту трэш, которую гонит этот ФБР у них, мистер Петель. Это магу вообще добило. Дело Эпштейна и то, как Трамп разворачивался сначала на 180 градусов, потом снова на 180 градусов. И даже те документы, которые уже в свободном доступе, они магу тоже конкретно раскололи. Даже не раскололи, они просто отвернули ее от Трампа. Это видно по результатам опросов. Ну, например, ну как вот можно, если человек выходит Трамп опять в Твиттер, пишет, что у меня самый великий рейтинг, я самый великий президент, я вообще такой крутой. Смотрим на его рейтинг, а он самый низкий за всю его историю, даже ниже, чем у Байдена, 36 или 38. Ну, все, по-моему, понятно, да? С ним. Вопрос в том, как от него избавиться. Он все-таки президент, он обладает и правом вето, и последним словом. Погодите. Если там идет такая, ну, не, это не задача, ну, а давайте назовем это словом Ну, извините, я вас деятельность. перебью, просто обратите внимание на позицию Венса по украинскому вопросу. Давайте торговать, а не Взвешенно, воевать, разумно. да. Слушайте, давайте, либо вы заключаете мир, либо воюете. Но если вы будете воевать, от вас ничего не останется. Я понятно изъяснил, сказал Венс. Решайте. У него взвешенная позиция, и, судя по всему, в общем, уже выбор сделан. Преемник это Венс. Осталось избавиться от Трампа. Магу раскололи практически. Импичмент.
Смотрите, ну при импичменте, я так понимаю, как и при смерти, да, какое-то время будет Венс. Ну как, он будет до следующих Ну, выборов. до следующих выборов. Там нет переноса выборов, то есть он будет президентом 2 года. Потом снова может избираться, но уже на один срок. А, Я вот хочу... Ну, не изберется, и- экономика не даст. Я вот просто хочу понять, так, а что тогда за вообще вот эта история там с противостоянием между Венсом и Рубио? Ой, слушайте, я не американист и не политолог, но из того, что, скажем так, я наблюдал, и то, что я знаю, ам, Рубио же был претендентом. Во-первых, Рубио участвовал в президентской гонке и в свое время состоял в такой организации в республиканской партии Never Trump. Невотрамписты их называли. И судя по выражениям его лица и потому, что он говорил раньше, он Трампа просто не переносит. Ну, где-то его можно понять, на самом деле. Наверное. Рубио – это любимый пудель господина Эдельмана. Господин Эдельман был этим кошельком или бухгалтером мафии итальянской и еврейской, смеси такой гремучей. Это тот человек, который спас Трампа от полного разгрома его империи, когда Трамп умудрился прокакать и империю папочки в Нью-Йорке и все остальное с казино в Атлантик-Сити. Тогда как раз Эдельман тогда там работал, его хорошо знал. Ну и Атлантик-Сити, да, это посмотрите, что это за место и кто там рулит. Его спасли, судя по всему, вошли в бизнес. А отсюда вот эти были намеки еще в первый его срок, что Трамп на самом деле под мафией и тому подобное. Нет, не пустой звук. И, соответственно, вдова Эдельмана, которую Трамп так хорошо представил в Кнессете, она дала ему деньги на предвыборную кампанию, ну, не только она, там она дала 100 миллионов. Ну, короче, не то, что его купили, а ему деваться было некуда. И Рубио должен был получить место вице-президента. Но даже Трамп на это не согласился, поскольку он тоже не любит Рубио, поскольку Рубио не считает его великим человеком. Соответственно, получил третье место. Место госсека. Он происходит из нескольких, скажем так, иных кругов. Да, у него иные задачи. Всю свою политическую карьеру он построил на борьбе с Кубой, поскольку у него такой электорат. А Венс это он долгое время работал занимался инвестициями под этим. Короче, он лежит под Пайпаловской троицей. Это люди несколько с иными деньгами, несколько иными мировоззрениями и тому подобное. И, разумеется, они соперники. Потому что Руби тоже хочет стать президентом. И Венс хочет стать президентом. Скажите, а кто из них больше, ну, вот я все-таки тему с Ватиканом линию хочу дотянуть, а то вы так ошарашили нас всех, а потом... А кто из них больше набожный? Вот сегодня же там День Благодарения, Ой, и слушайте, ну как-то... Венс вышел... Давайте все-таки как-то Не, это очень важно. Смотрите, Венс вышел... на землю приземлимся. Ватикан и набожность – это вещи как-то они Значит, вот, далеко друг от друга. пришел и начал угощать всех там, ну, там, военных, всех остальных, вот это вот все прием устроил. И вот такие вот замечательные сладости всем вручил. Там тортик в виде креста, в виде Библии, в виде еще чего-то. Слушайте, ну, ладно, там Хексет пивом угощал, а Венс, видите как, это вот, вы просто в Америке жили, это вот так модно у них там на День Благодарения лепить Ну, это такая фишечка, Библию. ну, вот как вам объяснить? Нет, ну, Библия, она как-то к Дню Благодарения отношения не имеет. Не, ну взять Да? нож, порезать Библию, всем по кусочку, тортики. Ну, это кощунство, на самом деле. Да? Если так задуматься, это кощунство. Кто-то жжет Коран, кто-то режет Библию на День Благодарения. Ну, это их уровень, скажем так, когнитивных способностей, на самом деле. С кем Ватикан? С Венсом или с Рубио?
Ватикану пофигу. Главное, чтобы человек был адекватный. Но в Ватикан летал Венс. По-моему, два Мгм. раза уже летал в Ватикан Венс. Так он там А, прилетел, и папа умер. Ну, так случилось. Да, бывает. Я, честно говоря, что думал, что папа умрет 22 октября этого года, но умер раньше. Ну, зато Венс, когда полетел в Израиль, он к стене плача не пошел, кипу не надевал, а пошел там в католическую церковь. Поэтому это тоже такой сигнал, на самом деле, вот кто разбирается. Потому что когда я говорил, что вот есть два политических деятеля в мире, которые реально всех достали, вот реально достали, это Трамп и Нетаньяху. Вот Венс это продемонстрировал. Степан Ну, да, Геннадьевич, ну, и, ну тут же его и Кнессет опустил, когда он там был, они проголосовали за аннексию западного берега реки Иордан. Степан Хотя Трамп Геннадьевич, сказал никогда. смотрите, я немножко, вот я просто помню Виткофа, который говорит, вот мы сейчас закончим с Газой и примемся за Украину. А, Они никогда не закончат с газой. Общее, Дурачок. что есть у Газы и у Украины, это в этих пунктах, в пунктах. Там некий совет мира, в котором Трамп главный. Что это такое? Как вам кажется? И действительно ли это нечто новое, что вполне себе можно называть внешним управлением, надстройкой, вот этой Еврокомиссией, ну, я закавычу. Ну, я вас понимаю. По задумке, да. То есть, по задумке, что Газа должна быть очищена от палестинцев. Но, но это нужно сделать не в стиле геноцида, что делают еврейцы, а красиво, цивилизованно. Вот мы сейчас их всех сгоним туда на юг. Будем тут что-то реконструировать. Ну, от них избавимся. Мы избавимся от Хамаса. Они сами сдадут оружие. Потом израильтяне их всех поймают и перестреляют. И как-то вот на этом палестинское движение закончится. А над всем этим и над расходованием средств будет надзирать никто иной, как Тони Блэр. И вот многие даже опытные обозреватели, особенно в исламском мире, они были поражены предательством дела Палестины и Ирана со стороны России и Китая, которые не наложили вето на эту резолюцию, где Трамп стал главным миротворцем везде, всея мира, а воздержались. Ну вот я вот смотрю таких людей и думаю, да, я понимаю, что вы эксперт. Ну, еще раз, вот те же иранцы прекрасно понимают, что это путь никуда. Война начнется в Газе снова. А израильтяне сейчас же 14 канал пишет, что ух ты, что-то как-то в Газе, в Ливане и в том же Йемене стало всплывать очень мощное современное иранское оружие. Поэтому что сделали Россия и Китай? Трампик, любимый, хочешь убиться башкой об стену? Вперед! Вот тебе зеленый свет, вот тебе флаг в руки, мы в сторонке постоим. Ты все. Потому что там мира никогда не будет. Более того, война очень скоро будет. Последняя война между Ираном и Израилем. А почему последнее? Ну, потому что Израиль не станет. И американцы, как пробка, вылетят с Ближнего Востока. А к ним придет посредник, скажет, ой, как у вас тут все запущено на Ближнем Востоке. И ЧВК вы свое просрали. И сейчас, ой, 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 что там иранцы с судьитами делают? Ем! Вот сейчас, да, они всех ваших прокси сейчас тут тоже порешают. Не хочется вам ведь отсюда уходить, правда? Не хочется. Но это будет вам стоить теперь не 30%, а 60%. Сейчас мы все разрулим. Как это делается? Оставайтесь. Все цинично и банально. Поэтому я еще раз, я всем рекомендую посмотреть два фильма: «Новый папа» и «Молодой папа». Ну, Как там все это делается? смотрите, Мадуро тоже Ватикан спас. Мадуро пока никого не спас. Не-не, Ватикан спас Мадуро. Нет, это китайцы. Это китайцы. Это китайцы. Когда была встреча Си, которая прошла на 12 из 10,
Помните, я говорил, что вот очень интересно будет посмотреть, что будет с Венесуэлой. Ну, вот уже которую неделю ничего не происходит. Только пугалки, страшилки выходят. Трамп говорит, не-не-не, я должен сначала поговорить с Мадуро. Иначе никак. Ну как, вот без разговора там его устранять. Ну, нехорошо, не по-человечески это. Ну, например, вот есть такой Ватикан Вегану. Ой, в Ватикане есть Вегану. Да, такой, он в опале, якобы, да. Большой человек в опале. И вот он тут и выходит, говорит, «Тьфу! Типа, а вы не знали, что Эпштейн работал на Моссад и ЦРУ? Мы это уже давно таки знали. А это ведь самое страшное, по всей видимости. Вообще, что может... Вернее, не что может произойти, а что произошло с делом Эпштейна. Вопрос-то не в том, что там Трамп, скажем, пользовался услугами малолеток. Ну, кто-то мальчик, кто-то девочек, кто-то там христианских младенцев усыпляет. У них там свои причуды. А страшное в том, что вот у вас есть агент Моссада, который на вас на всех собирал компромат, который об этом говорил со своим братом, писал ему. И, соответственно, Израиль практически крутит президентом США через что? Через шантаж. И не одним. Это такой удар вообще по поддержке Трампа и вообще истеблишмента со стороны консерваторов, со стороны вот, ядерного электората республиканской партии. Там все нормально, его давят, Трамп. Ну да. И вот как вроде нас слышат в новостейной ленте, Хамини выходит, говорит, в 12-дневной войне иранский народ без сомнения победил и США, и сионистов. Они решили сеять зло, были поражены и ушли с пустыми руками. Не удалось достичь ни одной цели. Да, не удалось. Рассказывают. Самая главная цель была смена режима, подчинение Ирана. Не удалось. Ядерная программа, они даже не смогли ничего с ней сделать. Вместо того, чтобы расколоть общество, они его консолидировали. Дали иранцам время всех и все зачистить, все выть. Слушайте, сегодня генерал Ксир тоже, по-моему, глава разведки Ксир очень интересное заявление сделал. Мы знаем, сказал он, что наши южные и северные соседи, они планировали получить иранские территории после 12-недельной войны. Помните, я говорил, что, скорее всего, Алиеву пообещали Южный Азербайджан, иранскую территорию, в обмен на то, что он позволял и израильским самолетам пролетать в своей территории, там есть израильская база и тому подобное. То же самое с этими, с Объединенными Арабскими Эмиратами. И все хотели, эти монархии залива, получить кусок Ирана, особенно его месторождения. После того, как там бы поменялся режим, и Иран был бы просто приведен в состояние Сирии. Они этого не скрывали. И тут выходит генерал, и дальше говорит, ничто не забыто. Нормально, иранцы силу почувствовали. Все будет весело, все будет Давайте хорошо. вернемся. Вместо Алиева я бы сильно напрягся, скажем. То, что боится сделать Путин, иранцы сделают просто на раз-два, даже глазом не моргнув. Давайте вернемся к полю боя, к украинским вопросам, значит, к линии фронта. Сегодня в Бишкеке очень так смакуют отдельные, там, Униан, например, там, ну, это как вот кордон, только там, это агентство. Значит, Униан, у них даже в пабликах там вот это не информация, а вот именно такое, знаете, пропаганда, срач, вот этот вот там, ну, вот это все. Орки там, вот это с маленькой буквы, ну, вот такое. Они вот прямо, они смаковали, ряд других персонажей смаковал. Путин оговорился, когда говорил, ну, описывал ситуацию на поле боя, и оговорился, из контекста было понятно, что имеется в виду Константиновка, но он сказал Комсомольск. Примечательно, что самое интересное, это тоже, конечно, цирк. Знаете, Путину, конечно, нельзя оговориться, а вот Рютте ошибся в количестве стран, сегодня же основавших альянс. Говорит, начали с 10 союзников в 49-м, ну, забыл, что как бы их стран Одного было... уже нет, один уже враг, да? Ну, что стран было 12, понимаете, да? 12. Его поправили, ну ладно. Но это так, это курьез. На самом деле ситуация на передовой достаточно тяжелая. Что характерно,
Причем вот в этой же Константиновке она вот сейчас выглядит вот таким образом. 93-я бригада публикует фотографии. Ну, там камня на камне нет. Понимаете? Вот с высоты птичьего полета, то есть дома разбиты, все перелопачено, конкретный ужас, да, вот так выглядит Константиновка сейчас. Никто не говорит, что Константиновка это фортеця, никто, собственно, вот эти, как бы, это выезд, я так понимаю, да, вот видите, туда, в ту сторону. В общем, никто песен не слагает, как про Бахмут, всем как-то все равно. Но это Константиновка, куда зашли российские военные, и вплотную сегодня же к Гуляйполю подошли. Причем там очень интересный случай. Интерфакс Украина передает на Гуляйпольском направлении во время перегруппировки одно из подразделений, ну, в общем, не согласованно, отошел с позиций. А враг зашел в фланг сил обороны. Это вот спикер Волошин вот так преподносит эту информацию. Смотрите, нет, ну правильно, конечно, наверное, вот так. Это официальный птичий язык, бюрократический, еще и военный. Ну, уже покинули позиции просто. Бежали, Степан Бежали, Геннадьевич. да. Да, бежали. Перегруппировка. Нет, это просто Ну, был... слушайте, у всех свой птичий язык. У нас же ведь там, скажем, дрон не поражает цель. Украинский дрон не поражает цель. А обломки дрона падают на объект, происходит хлопок с последующим задымлением. Вот. Я к чему? Поэтому Я к тому, что... кто во что гораздо. Я к тому, что... Как вы думаете, вот опять-таки, ситуация на фронте. Вот сейчас вообще кого-то волнует в этих политических и переговорных вещах? Ну, кроме Дрискала, понятно, мы это обсуждали выше. Вы имеете в виду европейских коллег? Я имею в виду вот эту пресловутую реальность на Земле. Ну, вот просто поймите. Я вам так отвечу. Я уже много раз говорил, я думаю, теперь в этом тоже начинаете убеждаться, что между, скажем так, сбором разведданных и передачей этих данных по пищевой цепочке спецслужб и между тем, что преподносится высшему руководству военному, политическому, очень часто разрыв огромный. Потому что они массажируются и изменяются таким образом, чтобы они были согласованы с линией партии на данный момент. То есть, опять же, потому что среднее и высшее звено, они хотят делать карьеру. Соответственно, если вы хотите сейчас делать карьеру, то набирают преданных, а спрашивают, как с умных. Если ты хочешь делать карьеру, то ты не должен огорчать руководство. Почему? Ну, потому что разведданные используются не для анализа будущих решений, а для обоснования уже принятых решений. Потому что любое решение, в принципе, оно влечет за собой некую ответственность. И могут начаться чуть позже всякие судебные разбирательства, неприятные вопросы, на что ответственный политик или ответственный генерал, он говорит, покажет, смотрите, вот доклады нашей разведки. И мои решения были основаны исключительно на этих докладах. Никакой ответственности я не несу. Логично, логично. Вот за этим все это и делится. Поэтому я не уверен, что в Европе вот эти вот все клоуны в Еврокомиссии, в Брюсселе, они вообще понимают, что происходит на Земле. Потому что сейчас вы будете смеяться, да, но откуда берет ЦРУ Ми-6, не скажу за Ми-6, как говорится, откуда берет ЦРУ развединформацию по Украине и по Израилю? От СБУ и Моссада. Вопрос еще есть о качестве подаваемой информации. Не должно быть вопросов. И в этом проблема, на самом деле. Это в любой вертикали власти, которая сейчас, если вы посмотрите, она практически везде построена. С вариациями на тему. Есть огромная проблема. Это отсутствие отрицательной обратной связи. И еще раз, те, кто принимает решения там, они не имеют никакого представления о том, что происходит на Земле.
Потому что информация им подается такая, чтобы она соответствовала уже сформировавшимся взглядам. Точка. А что-то до них начинает доходить, ну, скажем так, оба русские на Днепре. Это как? Так вот в этом-то и вопрос, Нам же понимаете? говорили, что Покров не сдадим, что русские козлы, эти орки вообще воевать не умеют. Как так? Ну-ка, давайте разбираться. Ну, это, знаете, это я тоже приводил пример и в эфире, и в Телеграме у себя писал. Выходит какой-то бравый из какого-то бункера командир батальона беспилотников, показывает фотографии, где на полусогнутых, там чуть ли не на четвереньках, на каких-то велосипедах старых, какую-то тачку грузят российские военные раненого и тянут. И он так как бы, ну это же подается как бы со стебом, что смотрите, Орки не в том плане, что своих смотрите, забирают. Да. смотрите как там, они тут там говорят, что они вот, да, типа там королюют уже там зашли, а они вот как вот пригнувшись под обстрелом тянут вот этого раненого в какой-то непонятной тачке, вот это все. И хочется сказать, ВСУ их просто бросает. так нет, а покажите, как украинцы тянут, да, Да, не тянут, бросают. на чем-нибудь, понимаете? Тут тоже такой момент. А у нас вводят Е-баллы за то, что там бригады пользуются этими какими-то, ну, типа машинками на пульте управления. Этими транспортерами. Да, ну, то есть... Беспилотниками, да. И типа беспилотные вот эти машинки, они вот прям... Хочешь машинку? Е-балл заработай. Ну, вот так. По фронту очень интересный момент. Вот, знаете... Просто раз вы упомянули Гуляй-Поле, там проблема-то для украинцев уже... Ну, они потеряли, короче, украинцы все. Почему? Потому что сейчас река там Манучар, Угу. вот, последняя линия обороны с рвом огромным противотанковым, фортифицированная, все нормально, идет как раз по западному берегу этой реки. И вот если вы посмотрите на карту, уже подошли вплотную. То есть Гуляй-Поле это уже, ну, это уже решенный кейс, скажем так. Но самое страшное для ВСУ это то, что чуть севернее, это линия обороны уже прорвана. Поэтому сейчас будут заходить уже в тыл этой линии обороны, а дальше на запад ничего нет. Ну, я не знаю, может, там по бухгалтерии что-то числится, но на аэрофотосъемке уже ничего нет, никаких серьезных фортификаций. До Днепра. И тут, ну тут, смотрите, И резервов нет затыкать эту проблему. вот, сегодня же как, вот сейчас выходит Зеленский, во время нашего эфира вышло его обращение, он говорит, будем над пунктами работать с американской стороной, чтобы приближать мир. Ну, вот такой основной месседж его. А вчера у него был основной месседж. Мы будем работать над тем, чтобы все боевые бригады получили пополнение справедливое. Но имеется в виду, что, ну, опять, если перевести из этого идиотского, прикрывающего фиговым листком срам языка, то боевые бригады жалуются, что не хватает людей. А они, Ну, в некоторых бригадах 20-30% списочного состава. а они как бы гребут людей, да? А те говорят, Русификация. ну так дайте нам. А там же СЗЧ 80% с учебок убегают, Да. СЗЧшников, какие-то еще моменты. И не хватает людей, которые могли бы заменить, пополнить каких-то свежей крови. Не хватает. И... Ну, на самом деле, с пехотой это проблемы. Но ВСУ пытались их решать дронщиками. Но сейчас уже отработаны методы охоты на дронщиков. И, Поэтому их очень быстро выносят. и вот, чтобы точку в этом вопросе, ну как точку, мы-то будем к этому ситуации возвращаться, это вот к вопросу о том, что, ну как у нас принято говорить, да нет никакого успеха у россиян. Ну нет, ну это, ну Нет, да, нет. их больше, да, ну сейчас война, там дроны, Да. туда-сюда, нет никакого успеха. Они выдают вот эти маленькие успехи за что-то большое, большое. Значит, о большом. Есть такой господин хороший, это Марченко, генерал Марченко. Значит, он генерал-майор ВСУ в отставке. Он ушел во время, когда уходили, помните, Залужный и там Шаптала, вот это все, через больничку. А это те, которых, ой, такие были генералы бравые, так руководили, а они больные, представляете? Вот. Через силу.
через «не могу» работали. Значит, ушли через ВЛК. Это в тот момент, когда ВЛК вообще воскрешает мертвых. Ты приходишь на ВЛК, у тебя все болезни пропадают. Все. А они ушли. Так вот, этот генерал-майор, бывший, Марченко, заявляет, что Россия может снова захватить Херсон и пойти на Николаев. Просто потому, что нынешнее руководство не справляется. Подчеркивает, ситуация очень напряженная. Очень плохая. Это диагноз внутри системы, где ежедневно видят реальные масштабы провалов. Марченко предупреждает, что при сохранении текущего подхода сначала Покровск, затем выход российских войск в Днепропетровскую область, потом удар по запорожскому направлению, и потом речной прорыв с захватом Херсона и поход на Николаев. И главное, он при таком руководстве и таком отношении к войне, собственно, ну, дальше Одесса, да. То есть вы правы. Нет, ну а что может измениться в подходе, в руководстве? Ничего. Сегодня есть такой, вы так любите, там, IQ, депутаты. Есть там бывший премьер-министр, кажется, да? Степашин был такой. У нас? Да. Пожарник который, да, был такой, да. Он выходит и говорит, смотрите, Одесса и Николаев. Это будет следующий этап войны. И они добровольно войдут в состав России. Полифирену пройдут, скажут, электричество хотите, тепло хотите, надо голосовать правильно. Не хотите на Запад, ну и живите без электричества. Так кто ближе к истине? Марченко, что будут воевать и даже там, на другом берегу Днепра, или Степашин? Я не думаю, что там будет какое-то добровольное. Я думаю, что боевые действия там будут. По-любому. И в Одессе, и в Николаеве? Да. По-любому. Я не знаю, какие будут объемы разрушений, насколько длительными это будут боевые действия, скажем так. Что останется от ВСУ и от морального духа ВСУ на тот момент. Думаю, что мало чего. Но я думаю, что они там будут. Потому что Покровск уже все. Мирноград, там смертники. А самое главное, что вот как только фортеца начинает превращаться в никому не нужный поселок, который не имеет стратегического значения, значит все. Вот сейчас я видел, там уже на Украине поют песни про фортецу Павлоград. Ну, значит, тоже скоро там уйдет. А на самом деле легче всего отслеживать потенциальные боевые действия, потенциальных результатов. Это по селфи Зеленского. Вот как он где сделает, пролетит на фронт, километров на 20 или 30 к линии фронта, сделает селфи, значит, город скоро упадет. Последнее было как раз селфи Херсон. До этого все те фортецы, которых больше нет. Значит, друзья, давайте подведем итоги нашего сегодняшнего голосования. Я всех приглашаю к Степану Демуре на семинары, ссылка в описании, и в телеграм-канал. А также всех призываю, кто смотрит и не поставил лайк, сделайте это. Поставьте, пожалуйста, 28 тысяч. Хотя бы каждый второй поставит. Уже смотрите, как будет, сколько много лайков. Ну, давайте, нажмите класс. Ну, или не жмите принципиально, потому что нет, я буду смотреть так. В общем, как хотите. Значит, подведем итоги. Покажите фигу в кармане этим. Лайк в кармане, слушайте. Зачем или лайк в кармане? Зачем фигу? Лайк только в кармане, понимаете? Я лайкну, там. На кнопку нажмите. Главное, карман поглубже туда засовывайте, как это. Тогда лайк приятнее будет. Значит, друзья... месье знает толк в возвращениях, я смотрю. Шутки шутками, это все юмор, конечно. Друзья, всем большое спасибо за то, что... Нет, правда, за поддержку и хорошие, добрые слова. Подведем итоги. Лично вы за мир 5%. Мне все равно, я далеко, смотрю как сериал за этим всем. 6% нет, нормально же воюются, рановато будет. 41% да, но только после победы. И 49% да, скорее и любой ценой. Какое интересное голосование у нас. Интересно, победа у каждого своя, да? Нет, победа у каждого своя, это раз. А во-вторых, быстрее, любой ценой, а там дальше разберемся.
Не получится разобраться. Не дадут. Могли бы давно разобраться. В Стамбуле разобрались. Но не дали. Поехали к вопросам. Значит, начнем традиционно и, как всегда, с сообщества YouTube. Тут такие, нет, с клуба зрителей, тут такие вопросы. Уважаемый Степан, куда бы вы посоветовали нынче простому россиянину отнести рубли? Обычно вы рекомендуете доллары, золото, но золото сейчас на хаях, остается только доллар. Стоит ли рассматривать рынок РФ, к примеру, Русагра с прицелом на мирный трек, или пока рано? Спасибо. Я думаю, что очень рано, поскольку эта темка Трамп наш, она уже третий раз отыгрывается, и каждый раз мы были ниже и ниже и ниже. Не надо сейчас рынок РФ трогать, на мой взгляд. А золото на хаях, ну, на локальных. Ну, то есть, как это, предела ни у чему нет, да. Пока что я, честно, вот лично я не вижу каких-либо причин, чтобы золото не росло дальше. Ни технических, ни фундаментальных. Похожий вопрос, это в закрытом клубе все спрашивают, интересуются. Совета, ну, не совета, а даже вопросы такие задают. Значит, Василий спрашивает. Вот представьте ситуацию. Вы свою квартиру продаете, Степан Геннадьевич, и вам в качестве оплаты предлагают биткоин или деревянный доллар. Что выбрать? Деревянный доллар. Почему? Либо если уж вам так нужна какая-то крипта, то, ну, я не знаю, требуйте оплату в стейблкоинах USDT. Поехали к сообществу YouTube. Тут такие, более такие вопросы. Не такие меркантильные, да? Значит, Ну, да. Лина Востроилова, вопрос. В отсутствии государственного мышления есть ли возможность какой-либо государственности? Кстати, такой философский вопрос. Если по государственному никто не мыслит, Ну, о какой государственности смотрите, речь? государственное мышление обычно теряется перед какими-то серьезными пертурбациями и является наследием былых великих времен. То есть вы можете не иметь государственного мышления, но какое-то время, вернее, элитки местные, да, могут не иметь государственного мышления, но какое-то время они, условно говоря, проедают ту государственность, которая досталась им в наследство. Когда эти времена заканчиваются, главным результатом деградации любой элиты является тот факт, что в момент, когда эта так называемая элита должна принять единственно верное решение, которое спасет и ее, и, скажем так, народ, она не в состоянии этого сделать. Так, двигаемся дальше. Значит, вот такой вопрос. Степан от Бориса. Вам не кажется, что Путин готовит Россию к неожиданным компромиссам с укровластью? Ведь в общем виде план Нет, Трампа нет, нет. для России не только унизителен, но и позорен, ибо Это капитуляция, да. единственной гарантией будущей беззубости Украины является лишение ее выхода к морю. Ну, я вам так скажу, что еще раз идет мощнейшая гибридная атака. Пока что Кремль сопротивляется. Пока что. Ну, скажем так, ему говорят, судя по всему, так делать. А то, что в определенный момент может произойти глобальный слив, слушайте, я не буду, ни разу не буду удивлен. Помните, да, пока я президент, пенсионный возраст никогда не будет увеличен. Твердо и четко. Татьяна, Степан, скажите, в 22 году Россия выдвигала украинский контингент ограничить 200 тысячами, откуда 600 тысяч? Как сейчас Россия реально в лучшем положении? Когда сейчас Россия в реально лучшем положении, чем в 22-м? Это вот вопросы к товарищу Дмитрию Ушакову. Ну, тут давайте Он-то объективно. будет Объективно. объективно. То есть российская армия сейчас не та, которая в 22-м. Ну, в 22-м у нас не было армии, скажем так. Были потешные полки. Их перформанс мы наблюдали. И то, что с ними делали обученные, тренированные ВСУ, мы тоже наблюдали. Второй вопрос. Как вы думаете, руководство России понимает, что США уже не гегемон, и рассчитывать на них, что они надавят на Европу и даже Украину, не приходится, а следовательно, нужно твердо проводить свою линию, исключительно соблюдая свои интересы? Ну, понимаете, понимание либо отсутствие оного, оно обычно выражается в каких-либо действиях. Вот, проанализируйте действия.
посмотрите. Вроде как, возможно, что-то начинает доходить. Но еще раз, э, доходит, потому что есть мудрые руководители вне и России, и США. Петр, Степан Геннадьевич, афганский стрелок у Белого дома, не шикарный ли повод для Трампа вернуть войска США в Афганистан? Он с Венесуэлой пока даже начать боится, а тут Афганистан. Помните, Трамп там 2 или 3 дня, как теперь говорят молодежи, пушил тему Баграма, что вот если не согласятся, там вообще им станет так плохо. Ну и как-то эта тема исчезла. Поэтому да. Пора, конечно, пора, да. Здравствуйте, Ольга из Якутии. Говорили, что любите и знаете географию. Вопрос, где бы вы хотели побывать в России, если хотели бы? Вопрос к вам, Александр, и Степану тоже. Ну, я бы хотел на самом в Антарктиде побывать. В Антарктиде? Ну Ну, это не Россия, это ж конечно. не Россия. В России, ну, не знаю, я бы всем рекомендовал Камчатку. Это Мгм. уникальное место, реально уникальное место. На Байкале был, на Камчатке был. Да столько мест, на самом деле, в России, что... Мне Да. подписчики сбрасывали, я прям обалдел. Дагестан, вот эти озера, горы, там катают, там прыгают, там вот такой вообще просто. Камчатка – это когда вы, грубо говоря, ну, зависит от того, какой ваш маршрут, вы проходите через 5 климатических поясов, поднимаясь на вулкан. Это фантастическая вещь. Значит, Степан Геннадьевич, ваше знаменитое видео «Кто еще не знает Яхве» облетело весь интернет. Его удаляли миллионы раз, но даже до сих пор его можно отыскать на просторах интернета. Скажите, пожалуйста, Язве, Савваф и Мамона — это один и тот же персонаж? Иначе ничего не понятно. Кому молятся украинцы и русские? Ведь война СВОшного типа. Не, ну как молятся, говорят же это самое «Аллилуйя». Как нам говорят с Хибру, это перевод «Слава Ягве». Молятся Ягве. Почитайте Ветхий Завет. Причем, когда будете читать, читайте его серьезно, не как там, я не знаю, Мурзилку журнал, а серьезно читайте, обращайте внимание и ставьте палочки, при каких обстоятельствах и сколько человек убил Ягве. Получите цифру, там считали люди там, за 2 миллиона. А плохой и нехороший дьявол-искуситель за всю историю повествования Ветхого Завета, по-моему, 7 человек только убил. Ну и делайте выводы. Об этом можно долго говорить, но не нужно. Можно, потому что очень легко оскорбить чувства верующих. Мгм. Просто чувство истины верующих оскорбить нельзя, потому что в том же Ветхом Завете и не только в Ветхом Завете дано совершенно четкое определение истины верующего. Найдите, посмотрите. Значит, следующий вопрос. Усиление ислама в Европе. Оцените темпы исламизации Европы. Если эти темпы исламизации не упадут, в каком году появится строчка в Конституции ЕС? Ваши дети будут молиться Аллаху или умрут? Ну, это на самом деле, насколько я понимаю, карту очень сильно зависит от страны. Наиболее исламизированные Франция и Британия. Шведы с этим столкнулись очень серьезно. В Германии в процентном отношении средний, по-моему, их не так много, 5 или 6%. Но они плодятся просто очень быстро. И представляют собой, скажем так, неадекватную замену местному населению в качестве в таких аспектах, как обучаемость, интегрируемость и вообще, мягко сказать, если мягко говорить. Мгм. Павел, привет, Александр и Степан. Каковы перспективы развития ИИ? Следует ли ожидать схлопывания пузыря ИИ в ближайшие 5-15 лет? Если да, то к каким последствиям это может привести?
Что-то вы как-то слишком многому даете жизни. Перспектив никаких. Модель дебильная LLM. Это дебильная совершенно модель. Все эти надежды, которые были на увеличение производительности и увеличение, скажем так, количества процессоров, что типа вот чем больше мы дадим ей скорости обучения, тем больше дадим данных, тем лучше она станет. Но это ересь. Э, Поэтому все это схлопнется в 2026 году. Мгм. Объединю два вопроса, они так похожи. Значит, первый такой более эмоциональный от Аллы. Значит, она говорит, сколько еще осталось Зеленскому кочевряжиться, народ Украины мечтает о мире, и какая-то кучка гопников, лжепатриотов требует продолжения войны, смертельной для страны Украина. За государственность молчу, уже нет, Зеленский все поставил на паузу в плане Конституции. А Алексей, скажем так, это все не сводит к обложке «Экономист». В 22 году были песочные часы между Путиным и Зе. Песочные часы — это не время истекает, а сколько надо, столько и будет. Другими словами, война идет не по законам войны или даже дипломатии, а по заказу. Игру, очевидно, заказывают три толстяка, которые, судя по всему, рулят по слову Димуры. Что Степан Геннадьевич думает по срокам и последующему кону этого бриджа? Война сменила пандемию, что сменит войну, да и по золоту, говорят, итальянцы собираются конфисковывать. Будет как в 33-м в США. Будут забирать у людей рыжье? Благодарю. Не слышал про итальянцев, возможно, это слухи. У итальянцев не так много золота, чтобы... Вот еще раз. Когда, вот, например, начинают говорить о конфискации золота, посмотрите, почему американцы в свое время конфисковали золото. Изучите вопрос. Для всего есть причины, для всего есть, скажем так, цель. Италия, ну, не та страна, где так много золота, чтобы решить какие-либо финансовые проблемы, скажем так. А если уж конфисковывать золото, то этим должен заниматься Евросоюз, потому что тогда ЕЦБ сможет провернуть такой же финт, как провернули в свое время американцы. Но опять же, когда это американцы этим занимались, у них была жесткая привязка к доллару, к золоту. Теперь этого нет. О чем вы говорите? Зачем это нужно делать? М. А, Так Кто-то сколько времени, сколько осталось кочевряжиться? э, это вопрос, скажем так, вот в принципе война ее можно было закончить, наверное, в этом году. Если бы не было вот этого идиотизма Трамп наш. Как они потом сами признались, что вот ждали Трампа, он сейчас все починит, мы с ним договоримся, поэтому не надо разносить чертям Украины. Либо, еще раз, тут выбор очень простой. Либо украинцы разносят чертям Украины, я имею в виду, Зеленскую, все остальное, всех этих бендеровцев вешают на столбах сами. Ну, либо мы разнесем Украину, другого не дано. Сколько это будет длиться, зависит от того, как будут сейчас работать кремлевские по Западной Украине, по энергетической инфраструктуре. Вроде начали по станциям уже работать. Вроде чуть-чуть стали так немножко пугливо трогать Западную Украину. Посмотрим. Но я Я, думаю, что в 2026 году все это закончится. я хочу вас спросить, а чё все вот это? Я вот, смотрите, ну это просто может такое, это специфика такая, да, профдеформация определенная. Я всегда очень критически отношусь к этим всем теориям. Значит, многие говорят, что, смотрите, Зеленскому, Европе надо, короче, дотянуть до выборов в Конгресс. Ну, год еще. Ну, Почему? чуть меньше. Ну, тогда, мол, Трампа не зложат, оставят там куклой, и это И демократы. что? Смотрите, я Не понимаю. сразу пытаюсь этих людей, ну как, думать, да, пытаюсь думать. Если бы Камала Харрис победила, ну, мы это тоже и обсуждали и год назад, когда выборы были. Ну, вот гипотетически. Смотрите, демократы тоже были нацелены в 25-м году, то есть в этом уходящем, Да даже заканчивать эту еще всю раз, историю. ну, при чем здесь демократы, при чем республиканцы? Вот много раз же мы с вами тему обсуждали, что есть империя, да, у нее есть имперская политика, она не меняется. Тот, кто садится, клоун садится в императорское кресло, значит, он присягнул, он соответствует. Вот если отвлечься от всего этого информационного шума, что такого сделал Трамп?
Пошлины повводил. Он вывел Америку из войны. Формально. Он представлял ситуацию так, что одна из сторон конфликта, конфликт между США и Россией, стала арбитром. Якобы, да, такую роль для себя выбрал. Он типа арбитр, он решает, он всех мирит, будучи стороной конфликта. Перестала ли поставлять Америка вооружение Украины? Нет. Перестала ли Америка предоставлять Украине разведывательную информацию и все остальное? Нет. Что изменилось? Риторика? Так она изменилась, потому что американцы вышли из... Не то, что вышли из конфликта. Вы забываете еще второй аспект вот этой украинской аферы. Задача – это не только смена режима в России, но и развал и полное подчинение Европы, Европейского Союза. Он еще завершен? Нет. Что нужно, чтобы его завершить? Тяжелейший конфликт, коим является и дорогущий конфликт, коим является война в Украине, нужно повесить полностью на европейцев. Что сейчас делается? Именно это и делается. Понимаете, ну еще раз, вот мы с вами, по-моему, в последнем эфире обсуждали все эти вопли о том, что Россия нападет в 28-29 году, что нужно делать, что ей нужно занять Украину, бла-бла-бла. И они, имея в такую замечательную перспективу и такие грандиозные планы, имею в виду Брюссель, они не могут найти 100 ярдов на Украине. Ну, потому что их нет. Но Может, они все равно... подождите, может, перспективы этой нет? Она есть, она как? Ну, что Россия Она нападет декларируется. на Европу. Эта перспектива Так декларируется. И а на кой им нападать на Европу? нам, Да. я не знаю, это надо у европейцев спрашивать. Ну, это единственное, что их объединяет. У них была климактерическая повестка. Не сработала. Они должны против чего-то объединиться. Это ресентимент Ницше в чистом виде. Убогие объединяются против чего-то. Нашли общего врага России. Брюссельские дипломаты хотят просто сохранять свои работы. Даже вот этот великий план по развитию европейского ВПК. Ну, вы что, глумитесь, что ли? Вы выделяете типа 800 миллиардов, всего лишь 125 из них идут на развитие реального производства. Вы что, дебилы? Каким местом вообще думаете? Ну, это своя логика бюрократии, это своя логика Европейской комиссии. Что ж, они живут в своем мире, соответственно, у них своя логика. Логика того мира, в котором они живут. А вопрос в том, насколько их виртуальный мирок пересекается с реальностью, вопрос открытый. Ну, вот когда русские будут стоять на Днепре, может быть, у них там что-то зашевелится. Может быть, выделят уже не 125, а может быть, 150 миллиардов. Да, тут спасибо большое, там, скажем так, вопрос на экране пришел, прогноз по золоту, все госбанки закупают, а тут какой-то мощные продажи вроде идут. Будет расти? Давайте это, Ну, да, дальше. ну, как бы было раньше, что причин, чтоб не расти, нет. Немножко раньше было сказано. Так, поехали. Степан Геннадьевич, почему вопрос будущих ветеранов считается невероятно сложным? Мол, в мирной жизни они нигде не найдут таких зарплат, а не проще государству продолжить платить. Сколько их там? Ну, что такое 200 тысяч для государства? Тем более, что через пару лет 200 тысяч. ценность этих денег сожрет инфляция, и можно будет просто развести руками. Какие 200 тысяч? Вы что? Их 1500-600, если не миллион. И что значит, у них что-то сожрет инфляция? Еще раз, эти люди, половина, ну не половина, процентов 30 будет с ПТСР, во-первых. У них совершенно другие представления о добре и зле, еще раз, и о справедливости. Поэтому, если что-то у них кто-то начнет жрать, это тот, кто будет жрать, он очень быстро окажется сидящим на колу. А,
Привет уважаемым ведущим. Вопрос к пану Тимуре. Как считаете, можно ли назвать в целом украинцев глупыми людьми? Не хочу обидеть жителей страны, но ведь это с их согласия Украину превратили в ЧВК Запада. Они выбрали себе президентом Голобородько, клоуна, подписаны миллионами на канал Гордона и других пропагандистов, позволили захватить власть бандеровцам. Ну и тут можно продолжать от Александра вот этот ряд. А правда, Ну, смотрите, на самом деле таких вещей можно найти в любом народе. Точно так же нам говорят, что русские виноваты, потому что у нас Путин. мгм. Ну, у украинцев вины чуть больше, поскольку у нас давно нет выборов, а у них был выбор. Ну как, у украинцев тоже никогда не было выбора. Ну их Потому обманули что... тоже. Ну, Голобородько выбирали, потому что он за Да не, мир. ну, еще раз, Ну, ну, если так смотрите. разобраться, все кандидаты, они играют на одних клоунов. Поэтому, ну, у вас выбор между двумя. Одна какашечка светленькая, другая какашечка темненькая. Сделайте ваш выбор, дорогие потребители. Поэтому, по большому счету, да. А то, что кто-то в чем-то виноват, ну, слушайте, любой народ можно так. Пожалуйста, американцев можно назвать ублюдками, конченными. Потому что в данный момент они всячески поддерживают геноцид палестинцев в Газе, поскольку ставят государство Израиль на первое место. Конченые ублюдки. Правильно, правильно. Так это. Нет. Александр Ралл. Как считаете, есть ли смысл заканчивать войну переговорами, если через 3 года в Белый дом придет Мумдани и скажет, что это была не моя война, а война Трампа, и Украина должна победить? Когда здравый смысл и логика победят? Не скоро. Но Мамдани такого не скажет. Потому что к тому моменту Украины уже не будет. Это, во-первых. А во-вторых, ну, как юридического лица, возможно. Даже если будет, оно не будет представлять никому никакого интереса. Оно не будет представлять интерес для Запада, поскольку не боеспособна единица. И не будет представлять никакого интереса для России, потому что никакой угрозы ей нести не будет. У американцев, еще раз, Украина для них, у них это камень на шее, да, в данный момент. Это как с Курской аферой, с Курской операцией. Не получилось, нужно было уходить. Они остались, их не стало. Поэтому здесь точно так же затянули камень на шее. Огромное количество ресурсов было потрачено на Украину. Дошло до того, что у них уже стратегические запасы вооружений на опасно низких уровнях. И проблема еще в том, что, еще раз много раз говорю, что ВПК у них был заточен под другую доктрину ведения боевых действий. Соответственно, раскочегарить они его не могут в разумные сроки. У них есть Китай, у них есть Ближний Восток, с которыми нужно попытаться что-то сделать. Есть, между прочим, та же Венесуэла, есть та же Латинская Америка, из которых им нужно вычищать китайцев. И, кстати, тех же иранцев, и нас тоже. М, Поэтому лишний театр боевых действий для них, особенно такой интенсивности, это огромная нагрузка. Практически это ноша, которую они не могут вынести. Потому что я вам напомню, что до где-то, наверное, середины 90-х годов доктрина Пентагона была такая, что США должны иметь возможность участвовать в двух гребаных войнах, в двух полноценных войнах, а также еще принимать участие в одном вооруженном конфликте, то есть в локальной войне. мгм. С тех Так, пор она поменялась очень сильно. значит, Антон спрашивает, как он думает, как Степан думает, поднятие налогов и финансирование СВО приведет в ближайший год к девальвации рубля, а я от себя добавлю к кризису, который там, говорят, весной все рухнет, все будет катастрофически. Слушайте, не рухнет. В России сейчас оформились две экономики. Денег в бюджете до мамы. Реально. Просто вопрос их аллокации стоит. То, что там бюджетный дефицит, ну, профинансирует ЦБ. Нарушение федерального закона ЦБ через репование. Не проблема, на самом деле. Проблема в том, что поднятие налогов, ну, они так дополняют бюджет, они думают.
Оно убивает вторую часть экономики, как я ее называю, которая не завязана на ВПК, на расходы на ВПК, на карьеры, на скважины. Соответственно, эта часть экономики обеспечивает достаточное количество рабочих мест и достаточное поступление налоговых бюджетов, и в том числе поступление от налога на прибыль. Их не станет. Ну, сказать, не станет, они резко уменьшатся. На самом деле, судя по всему, россиянская элита, она этому даже и рада, потому что у них есть какие-то главные направления, еще раз, это ВПК, карьеры, скважины. И вот эта вторая часть экономики, она начала оттягивать на себя ресурсы с этих трех главных направлений. Например, рабочую силу квалифицированную. А теперь, когда вторая часть загибается, ну, происходит перераспределение ресурсов, причем ресурсы становятся дешевле, что очень хорошо для основных магистральных направлений. Своя такая, знаете ли, средневековая логика в этом есть. Вот они исследуют. Но если вы думаете, что каким-либо образом то крушение второй экономики, которое началось и продолжает ускоряться, помешает возможности России вести боевые действия в течение длительного времени, вы глубоко ошибаетесь. Мгм. Так, очень просят разъяснить, значит, вопрос по замороженным активам от Сергея. Если по ним начисляют проценты, то активы, получается, используют. Но они же заморожены. А как так получается? Так получается. Вопросы к тем, кто заморозил и кто использует. Нет, Они а будут правда, заданы. подождите. Как это? Если же они Не, ну заморожены. как, вот, как есть у вас частная собственность, а к вам приходят и говорят: слышь ты, чувак, у тебя паспорт не той системы, поэтому твоя частная собственность поработает на меня. Так И она не все. заморожена, она работает. Ну, и здесь они работают только на другого дядю. Слышь, чувак, ты тут это самое, денежки получал с этого завода или с этой водокачки? Не-не-не-не-не. Формально она твоя, но денежки теперь будем получать мы. И что, и все схавали. Все нормально. Ой, так, Это называется свобода, права, неприкосновенность права частной собственности, как ее трактует Запад, замечательно, прекрасно. добрый вечер. Хочу спросить у обоих. Некоторые западные эксперты вдруг заговорили о том, что Умеров, а возможно и Алибаба со своими разбойниками уйдут в отставку в аккурат перед публикацией следующей части пленок НАБУ и спокойно покинут страну, чтобы избежать преследования, в точности как Миндич, Цукерман. Собственно, вопрос, а сможет ли Зеленский пережить такой удар по своим, если США начнут добивать его окружение? Ну как, попытались там наехать на Ермака, а он отбился. Потому что без Ермака Зеленский никто. На Западе это прекрасно понимают, поэтому сейчас Ермака будут топить. Чат трансляции спрашивает, Америке удастся нагнуть Китай? Нет. В то время ушло американцы. Индикатор этого их, что ли, основной мозг империи, который разрабатывает все эти геополитические стратегии вообще всего, это Хадсон институт. Ой, не Хадсон, Хадсон тоже там мощнейшее учреждение сейчас. Угу. Есть. Владимир, э, э, Короче, они пишут все эти обзоры. Хадсон, по-моему, да. И буквально месяцев 6 назад они написали вот такой талмуд, как управлять Китаем после гражданской войны. Типа, мы его там разделим на 4 части. И действительно, у них был такой план, причем давно, я о этом плане давно говорил. Но их переиграли. Но не китайцы. А китайцам помогли их переиграть. Это стало ясно, когда этого старичка вывели под белые ручки с последнего соросенка во время съезда Компартии. И они писали, что вот как мы будем управлять Китаем. А буквально месяц, наверное, назад та же замечательная организация написала тоже такой талмуд о том, что чего-то как-то поздновато мы спохватились, и давайте лучше Китай не злить. Давайте тему Тайваня забудем об этом.
давайте с ними поддерживать нормальные отношения, а нам нужно сконцентрироваться на нашем дворе, то есть вернуться к доктрине Монро в западном полушарии. И характерный, кстати, вот случай произошел. Да, Трампу, по всей видимости, сказали, что так нужно делать. Японская это новопремьерша, как там, сука, Яма, да, сказала, что если Китай нападет на Тайвань, то Япония вообще там разнесет Китай своей армией на кусочки. Товарищ Си возбудился, отменил там рейсы, пятый, десятый, короче. Начал чморить японскую экономику, как он это делал, по-моему, лет 10 назад. И тут выходит Трамп и говорит: сук Яма, возьми свои слова обратно. Я еще после той встречи в Корее с товарищем Си не отошел. Ты хочешь, чтобы меня опять сделал? Показательно, да? Так Да. сказал, возьми слова обратно, забудь об этом. Извинись, тварь. Ой. Вот, поэтому поздно уже, они это, думаю, поняли. Значит, вопрос. Кстати, вот аналогичный случай произошел и с Израилем, и с Ираном. Эхуд Барак, тот, который в Эпштейна, в файлах Эпштейна фигурирует, бывший премьер-министр Израиля, он, наверное, где-то год назад, даже, наверное, чуть больше, тиснул статейку в Нью-Йорк Таймсе, где написал, что разговаривать с Ираном с позиции силы можно было лет 5-6 назад. Сейчас мы время упустили. Но никто не послушал. Владимир, вопрос. Электорат Венса – это реднеки? Нет, нет. Ну, как реднеки? Ну, если считать, что все магаисты реднеки, это неправильно, это не так. Реднеки – часть электората Венса. В его электорат входят эти самые католики, евангелисты и тому подобное. То есть, такая, знаете, консервативная часть американского истеблишмента, и в том числе молодежь. Это вот те, кто избирал Трампа. Почему избирали Трампа? Почему ему дали избираться? Ну, потому что еще великий Макиавелли якобы писал, что не можешь контролировать толпу, возглавь. На какой платформе избирался Трамп? Я против истеблишмента. На какой платформе избрался этот Заран Шкиряк в Нью-Йорке? Я против истеблишмента. Ну, плюс еще накидайте какую-нибудь экономическую такую программу, которая говорит, что мы сделаем Америку, Нью-Йорк, либо что-то снова великим, и все бедные станут богатыми, а богатых мы типа всех посадим в тюрьму. И цены И это опустим. гарантирует. Да, Тревожный звоночек. и цены опустим. Вы Да, будете и цены всех опустим вообще. платить меньше Вместе с все ценами. вместе с ценами. Сергей, после сегодняшних слов Каи Каллас о нападении России за последние 100 лет на 19 стран и ни одного нападения на Россию, можно ли однозначно заявить: нацизм жив, Кая – внучка Третьего рейха? Она Это не внучка Третьего во рейха, время она... нашего эфира, кроме вот этого, что нельзя быстро заканчивать войну, это вредно для Украины, она выдала, говорит, за последние 100 лет 19 стран. На 19 стран нападала Россия, на некоторые по 3-4 раза, а на Россию, мол, никто не нападал. Ну, понимаете, она, во-первых, дочка партийного работника. Это уже клеймо на всю жизнь, на самом деле. Во-вторых, она Кая Каллас. Ну, что вы от нее хотите? Ну, эстонка она. Ну, что вы от нее хотите? Просто тупая, ну, несет непонятно что. Вот Таня, Самое страшное, на самом деле, в том, что у этих клоунов нет никакого, что ли, их ничто не ограничивает. У них они бесстрашны. Их ничто не ограничивает. Поэтому они так себя ведут. Никакой ответственности ни за что не несут. значит, вопрос, кстати, такой, очень важный, я считаю. Вот, кстати, можно ли эстонцев обвинять в том, что у них такая идиотка была? Начальница А теперь. Теперь. в чате писали про Мерца. Вот вроде ж О, немцы, Мерц, Герц, фон дер Лайн. Ну, да, вроде ж тоже. немцы, шумный народ, да, а там Мерц. Значит, вопрос, кстати, хороший вопрос. Возможет ли простой человек, по мнению Степана Геннадьевича, жить до 120 лет? Ну, насколько я знаю из общения с умными врачами, скажем так,
Наш организм рассчитан на 200 лет, как минимум. И на самом деле старение – это эффект отчасти психосоматики. Что-то вам внушают всегда, что, вот, скажем, 50 лет – это предпенсионный возраст, 60 лет – это пенсионный возраст. И вы уже так себя программируете, что примерно в эти годы вы будете вести именно таким образом. Ну, вот такое примитивное объяснение. А так, 200 лет, в принципе, можно подтянуть. Рассчитан наш организм на это, на минимум. Александр Македонский спрашивает, АДГ придут к власти, и Алис Вайдель имеет шанс стать канцлером? Не знаю, но на данный момент она самая популярная партия, но, с другой стороны, перед последними локальными выборами, там, по-моему, у них выпилили, в прямом смысле этого слова, 12 кандидатов. Вопрос, кстати, тоже достаточно неплохой. Кем себя считает Димура? Либертарианцем? Национал-либертарианец. Ну, это, конечно, да. Ну, понимаете, людей надо разложить по этим самым, по коробочкам. Вот две коробочки. Националист и либертарианец. Вот соедините, вот я в этих двух коробочках. Мгм. Пропорции сам не знаю. А, да. Мы тут начинали с того, что жаб надували, да, там в коробу... Кто-то жаб надувал, кто-то котам скипидар на причинное место брызнул. Кто-то майских жуков ловил в коробочку, да, вот в спичечную, я помню, да, тоже. Что там с Аукос? Выйдет ли США из НАТО? Хороший вопрос. В ближайшее время не думаю, что они выйдут из НАТО. Ну, потому что они себя поставили таким образом, что э, получают от НАТО много заказов. И им в НАТО выгодно. Ну и точку давайте поставим в контексте сегодняшнего, ну такого, знаете, красной линии Ватикана. Вопрос от зрителя. Зачем Ватикану Путин? А, скажем так, в силу сложившихся, что ли, исторических традиций, к России тяготеют, вот, ну, помимо бывших советских республик, там, Средней Азии и тому подобное, ну, и Совок тоже был достаточно авторитетным образованием. Поэтому один умный человек сказал, что при определенных условиях я могу сделать так, что к Путину все пойдут. По всей видимости, эти определенные условия были выполнены. Если вы посмотрите, то когда спасали еврейцев в конце 12-дневной войны, Трамп звонил, договаривался с Путиным, иранцы договаривались с Путиным, ну, чисто формально, как через посредника. И те же еврейцы договаривались с Путиным. А И все. зачем? Просто, ну, как зачем? Ну, слушайте, вот зачем? Вы хоть себе представляете, как функционирует система управления? У вас должны быть определенные авторитетные товарищи, которым вы даете указания, команды. Они способны их выполнить. Что значит способны их выполнить? Это значит, что у них есть определенный кредит доверия, определенный авторитет, который в том числе держится и на вас. А если, как они поставили везде дебилов, которые не понимают, что делают, зато они тупо выполняют приказы и не задают глупых вопросов, то еще раз, количество дебилов в определенный момент переходит в качество. Что мы наблюдаем просто с Трампом и с политикой США, которую шатает вообще. И не только ведь администрацию Трампа, но и их think-танки, эти вот мозговые центры, например. А тут вот есть товарищ, ну, можно, в принципе, с ним работать. Си Цзиньпин тоже второй товарищ, очень уважаемый. Ему помогли Си Цзиньпину сохранить Китай в одной, скажем так, в одном куске, отбиться от всех атак, перебить соросятник внутри страны. Вы посмотрите, например, какой интересный договор был подписан между товарищем Си и Ватиканом, когда товарищ Си отдал Ватикану 120 миллионов, условно говоря, христиан.
со всех их с карман. Найдите этот договор, он есть в полуоткрытом доступе. И посмотрите, что там прописано, какие условия. Одно из условий, что договор продолжает действовать на всех тех частях Китая, которые могут образоваться в результате. Поэтому товарищ Си друг, товарищ Си очень влиятельный человек. Китай вообще очень влиятельная страна. Вот через таких людей происходит управление. Когда попадается такой непонятный, неадекватный клоун, как Трамп, начинаются проблемы. Или европейцы, или британцы со своими фантомными какими-то имперскими замашками. Да. Степан Демура был моим собеседником сегодня. Спасибо вам большое за сегодняшний эфир. Спасибо вам. Друзья, берегите себя. Ставьте лайк, не забывайте. Пишите в комментариях, что думаете. Спасибо отдельно за тем, кто пишет хорошие и добрые комментарии. Это в наше время редкость. Как и хорошие добрые люди. Как и хорошие добрые люди. Будь хорошим и добрым человеком. Напиши хороший добрый комментарий. Ну или, в принципе, возьми и напиши.